Разлепляю полуслепые заспанные глаза в своем шикарном номере с раздельным санузлом в деревне посреди Пиренеев на юге Франции. Начинаю 5-й день своего путешествия из Испании к Черному морю. Пакую велосипед, заботливо припаркованный в гараже на заднем дворе отеля, и, стараясь не лязгать металлическими воротами, выезжаю в черноту. Начало 6 утра, еще хоть глаз кали. И совсем не жарко, около 12 градусов, сразу же поддел рукава. На выезде из деревни фонари заканчиваются и начинается подъем к перевалу Турмале в высоте 2100 метров над уровнем моря с текущих 700. После 1000 метров стало совсем холодно, пришлось остановиться и утеплить ноги, натянув нагова. Но постепенно рассвело, и передо мной начал обозначаться горный хребет, в который я карабкался. Оказалось, что очень даже красиво на этом вашем перевале. Отдельным развлечением было чтение надписей на асфальте, оставшихся после очередного Тур де Франса. Эту можно перевести примерно как «Цель уже видна». Были и более абстрактные надписи. Например, «Земля плоская», «Ты свободен». Кстати, очень глубокая мысль, полностью соответствующая моим эмоциям. В горах ты действительно свободен, когда наблюдаешь вокруг всю эту красоту. С неба на землю, как всегда, вернуло приблизившееся чувство голода. Нормального завтрака у меня не получилось, закупиться вчера вечером было негде. Но хозяйка гостиницы выдала мне на утро мини-пачку печенья, яблоко и пару йогуртов. Лучше, чем ничего, но надолго не хватило. Единственный встретившийся по пути автомат с хлебом принимал только монеты. Пришлось проглотить слюну и ехать дальше с небольшими остановками, благо до вершины было уже не так далеко. Наконец, после 3 часов подъема я увидел озаренную солнцем вершину, и за ней последний вираж к верхней точке перевала. Солнца я до этого момента не видел, поскольку мой подъем шел по западному склону хребта. Выдохнув наверху, сделал фото велосипеда на фоне скульптуры страдающего гонщика и, конечно же, заснял испещренную наклейками табличку с названием вершины. Путь вниз начался за здравие. Утеплившись всем, чем можно было, погнал вниз по солнечному склону, но дальше по достижении слоя облаков началась заупокойная часть. Стало мокро и довольно скользко, и даже на прямых участках спуска я решил поосторожничать, не разгоняться больше 40 км в час, чтобы доехать до второго контрольного пункта в целости и сохранности. Внизу под облаками дождя не было, но асфальт был мокрый, и мои ноги, соответственно, тоже. И вот КП. 1300 километров примерно пройдено за 4,5 суток, и я примерно 120. Огромная радость была увидеть живых людей и немного пообщаться во время горячего завтрака. Тем не менее, долго рассиживать я не стал и выкатился дальше в нежаркое французское утро. В целом, этот и следующий день путешествия можно условно назвать равнинными. Никаких больших перевалов по пути у меня до самых Альп не предвидится, а туда еще больше 600 километров. Конечно, холмы и неровности никто не отменял, но все же я планировал продвижение вперед со средней скоростью с учетом остановок 23-25 км в час, и к вечеру планировал максимально приблизиться к Средиземному морю. Местность вокруг была умиротворяющая и настраивающая на спокойный лад, сельские пейзажи на фоне удаляющихся пиренейских отрогов, умилительные домики местных жителей, небольшие провинциальные городки и, конечно же, все это Франция, моя любовь. К полудню стало немного теплее, и теперь ехать было, абсолютно комфортно. Солнце не печет, температура близка к оптимальной, ветра не ощущалось, запасы воды и конфет далеки от критического уровня. Ничего не болит, попа не натерта, спасибо чудо-крему. Впереди еще больше 3000 километров дорог и приключений. Ехал, слушал одним наушником подкасты и завидовал сам себе. Я был настолько на расслабоне, что в одной из деревушек даже остановился по просьбе местного жителя, и мы с ним немного поболтали. Жалко, сам разговор не записался. По пути не раз попадались перевернутые знаки, подобные этому. Оказалось, так местные фермеры выражают протест новой аграрной реформы. Очень урбанизированная и обжитая зона. Городки сменялись деревеньками, улицы сменялись ухоженными полями. Просто какая-то выставка достижений народного благоустройства. Много дорог, обсаженных по обочинам огромными платанами. Красиво, но не знаю, как тут по безопасности. В общем, ехать было очень интересно, глазу было всегда за что зацепиться. Каждые 10 километров интересный городок с церковью и старинными улицами. Неудивительно, что Тур де Франс по бесплатным каналам в России никогда не транслировали, в отличие от футбола или фигурного катания. Показывать такие ухоженные домики обычных людей на протяжении сотен километров
чревато социальными волнениями. А что, обычные люди могут так жить? Благодаря моему таланту планировщика маршрутов, часть пути, как и в предыдущие дни, пролегала по небольшим сельским дорогам с сомнительным по качеству асфальтом. Где-то здесь, кстати говоря, у меня из-под нижней оттяжки нарульной сумки, из-за тряски, видимо, вывалилась запасная покрышка, и только каким-то чудом мое боковое зрение смогло выхватить мгновение с некой нетипичной черной тенью под правым ботинком. Оглянулся, и правда, какой-то черный сверток валяется посреди дороги. Небольшое вплетение современной архитектуры. Как вам? Что-то есть в этом скандинавское. Так, это у нас город Тарбе. Ну, город и город. Симпатично. И вот такая вот даже велоинфраструктура имеется в Тарбе. Там в одном месте, правда, посреди этой прекрасной велодорожки стоял мусорный бак, его надо было объехать, но там было крайне неочевидно. Вот как здесь. Вот хоп-хоп. Ну такое. Заправочка с магазинчиком, кажется, нам сюда. Сегодня это был уже 105-й километр, и было самое время подкрепиться. Минутка рандомной лингвистики. Хлеб по-французски пишется так же, как боль по-английски. Ну а я постепенно налаживаю дорожный быт и вот приспособил стропу для обустройства передвижного обеденного стола. Кстати, здесь еще очень удобно сушить носки и прочую мелочевку. За окном показывают очередную красоту, исторические достопримечательности и прочее ЮНЕСКО. Тем временем, пока я въезжаю в очередной городок, у меня есть время рассказать вам еще об одном очень важном аспекте подобных велопутешествий и активностей. Речь пойдет о туалетах. За свою насыщенную велопоходную карьеру я повидал многое. В разных регионах количество, качество и доступность туалетной инфраструктуры различается. И вот здесь, на юге Франции, я неожиданно столкнулся с отсутствием общественных туалетов как класса, пускай даже и платных. Больших заправок и фастфуда типа Макдональдса мне с самого утра не попадалось. В больших супермаркетах типа Лидла или Ашана здесь нет туалетов, в отличие от, например, Скандинавии. Кафешки в городах, спорный вариант. Можно остановиться подряд у 3 заведений, и нигде не будет заветной двери. И только время впустую потратишь. Скажем так, время поджимало. И в этом городке очень кстати по пути попалось отличное кафе, в глубине которого прямо с улицы виднелась заветная табличка WC. Но, как назло, у входа уже стоял велосипед какого-то другого участника TCR. Первый, черт возьми, раз за 3 часа кого-то встретил, но только не там, где надо. И этот участник был вот как раз там, где ему не надо было бы быть. Подождал 3 минуты, 5 минут, 7. В общем, плюнул, сел на велосипед и поехал дальше в надежде обрести счастье где-нибудь еще. На 140-м километре удачно подвернулся Lidl, и как раз было самое подходящее время устроить полноценный обед. Погода к середине дня разгулялась, и солнце шпарило уже во всю свою южную силу. Городки и деревушки почему-то закончились, зато началась аграрная ипостась юга Франции. Поля подсолнечника и кукурузы с поливальными системами впечатляющих размеров. Некоторые из них орошали и дорогу тоже. Эстетическая составляющая дорожной инфраструктуры на 10 из 10. Здесь мне налево. Кажется, в спину поддувал небольшой ветерок и ехалось более-менее хорошо, хотя в ногах уже не было никакой силы. Но зато сила была в названии очередной деревни. День потихоньку клонился к вечеру, а я постепенно приближался к средиземноморскому побережью Франции. Ближе к 6 часам я окончательно смирился, что ночевать придется сильно, не доезжая до запланированного в исходном 15-дневном плане города Монпелье. До него было еще больше 150 километров. Реалии на земле, как говорится, оказались таковыми, что, чтобы ехать по напланированному дома расписанию, я то ли недостаточно был быстр, то ли слишком долго торчал на остановках,
то ли и то, и другое сразу. Так что я нацелился на Каркасон, довольно крупный город вблизи побережья. Там я оказался около 8 вечера. Город этот присутствовал в моих смутных детских воспоминаниях. Я был здесь, когда мне было лет 13 или 14 еще с родителями, когда мы ездили смотреть на знаменитую крепость. Но сейчас мой путь лежал, к сожалению, мимо нее, прямиком к Макдональдсу, где я хотел поужинать и поискать на букинге достойный вариант ночлега. Организм к вечеру функционировал еще вполне сносно, но вот мозг уже начинал отказывать. Я выехал на круговое движение рядом с Макдаком и осознал, что дальше от круга начинается участок дороги из красного списка. Помните, я рассказывал, что организаторы запретили некоторые опасные, по их мнению, участки. А то, что въезд в Макдональдс чуть дальше, за углом и на разрешенной дороге, я не сообразил. И решил пойти пешком по обочине, ну и заодно зафиксировать на камеру свой маневр, на случай возникновения вопросов со стороны судей. В Макдаке я, правда, мобилизовался и нашел на букинге прекрасный вариант ночлега. Правда, не в самом городе, а в 20 километрах дальше по треку, в городке с названием, в правильности чтения которого у меня были очень большие сомнения. В начале 10-го уже начало темнеть. В Испании 1000 километров западнее темнело на час позже, так что к гостинице я доехал уже затемно. Название гостиницы «Сад» вот этого вот города. Здание ничем не выделялось, однако интерьеры изобиловали натуральным деревом с резьбой и коврами. Хозяин отнесся ко мне благосклонно и разрешил оставить велосипед в парадных интерьерах. И сказал, что местные называют свой городок Омпс. Ну, теперь мы знаем. Изысканный интерьер покоев был вскоре нарушен моим мокрым шмотом, который я постирал в раковине и развесил на всех доступных перекладинах. Бонусом был вид из окна на колокольню местной церкви. Итого, за сегодня я проехал почти 300 километров, а по общему пробегу за 5 дней больше 1500. Примерно треть от всего пути к Черному морю. До завтра!